Меня зовут Хизриева Айшат, 2004 года рождения. Я добровольно уехала из Чечни, но по дороге меня задержали две машины, полные чеченцев. Утверждают, что я украла 4 миллиона рублей, что я невменяемый человек и что меня хотят продать в рабство мои друзья. Я прошу придать эту историю огласке и помочь мне со стороны полиции и СМИ. Ее пытались забрать силой сразу после побега. Полиция формально отпустила ее, но реальная охота за Айшат только начинается. 21-летняя Айшат Хизриева вырвалась из Чечни, где, по ее словам, отец годами держал ее под домашним насилием и угрозами. Она прилетает в Новосибирск, обычный рейс, обычный таксист. Друзья встречают ее у аэропорта, но уже в этот момент за ее перемещением, похоже, кто-то следит. Машина с Айшат заезжает на заправку, и именно там на нее нападают несколько других автомобилей, забитых чеченскими мужчинами, которые сразу берут ситуацию под контроль. Они говорят коротко и жестко. Они полиция. Они полиция, а она подозреваемая в краже 4 миллионов. Ее друзья – похитители, которые якобы собирались продать ее в рабство. Чтобы понять, что это за операция, нужно вспомнить невидимый для камеры элемент – звонок ее отцу. Тому самому человеку, от которого она бежит, обвиняя его в насилии и угрозах. Неизвестные тут же набирают его при ней, демонстрируя, они действуют не сами по себе. За ними стоит семья и, возможно, еще кто-то, кто дал добро на возврат девушке любой ценой. В этот момент Айшат делает то, чего от нее явно не ждут. Она отказывается садиться в их машины, не признает их полицией и сама звонит в настоящие органы. Сообщает оператору, где она, кто к ней подступил и под каким предлогом. Она буквально удерживает себя в поле видимости государства, заявляя, что останется на месте до приезда экипажа, и параллельно выходит на правозащитников и журналистов, понимая, что только публичность может остановить тот сценарий, который для нее уже написали. Мужчины, представившиеся полицейскими, понимают, что лобовая схватка на глазах у реальной патрульной машины может сорваться, и меняют тактику. Они передают свои контакты таксисту и просят сообщить им, куда конкретно увезут девушку. По сути, закладывают маячок, связанный на страхе водителя и его желании не лезть. В это время Айшат уже едет в отдел полиции вместе с настоящими сотрудниками. Она не скрывается, не уходит в подполье. Она идет в систему и просит у нее защиты, причем делает это на глазах у медиа. Последний раз она выходит на связь именно из отделения, говорит, что пишет заявление, держится уверенно. Но между строк уже слышно главное, она боится, что ее просто отдадут назад. Но самое интересное в этой истории не само заявление, а то, что последовало за ним, за закрытыми дверями отдела. Об этом правозащитники и журналисты узнают уже утром. Девушку не задержали, не выдали никому, но и реальной защиты ей не дали. В полиции ее опрашивают, выслушивают рассказ о попытке принудительного возвращения и угрозах со стороны отца. Фиксируют детали, после чего фактически разводят руками. Помочь ничем не можем, остается только формальное заявление. Айшат пишет его на неустановленных лиц, которые пытались ее похитить. И отдельно упоминает отца, как человека, от которого исходит опасность, и который, по ее словам, развязал эту охоту. Важная деталь. Полицейские официально проверяют по базам и подтверждают, что она не числится ни в каком розыске, и никаких дел о краже на нее не заведено. То есть легенда про 4 миллиона и рабство рассыпается прямо в кабинете. После дачи показаний ее просто отпускают из отдела. Формально свободную, но фактически без сопровождения, без убежища, без гарантии, что те самые мужчины не ждут за ближайшим углом или не отслеживают ее через таксиста и родственников. Правозащитные проекты, которые изначально подняли тревогу, подчеркивают, она сама просила максимальной огласки и боялась только одного, что ее вернут отцу, а там, как она прямо говорит, ее может ждать смерть. В Чечне истории возвращенных, так сказать, девушек редко попадают в сводки. Чаще в негласные списки тех, кто опозорил семью и исчез. И именно этого сценария Айшат пытается избежать, делая свою жизнь публичной до последней мелочи. Сейчас ее формально нет, ни под арестом, ни под защитой, и это делает ее цельной мишенью в городе, где никто не обязан вмешиваться. Если вечером к подъезду подъедут несколько машин с чужими номерами. То, что произошло с Айшат за одну ночь в Новосибирске, это не локальный бытовой конфликт, а показательная схема. Семейное насилие, попытка возврата через людей, выдающих себя за силовиков, давление на жертву через обвинение в преступлении и в финале бездействие системы, которая ограничивается протоколом и отпускает жертву туда, где ее уже поджидают.